Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, ну а также постоянных своих зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня с ниточками, с которыми мы уже работали, ну и с новым узорчиком. Напоминаю, да, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, потому что все узорчики универсальные, пробуйте, вяжите из любой пряжи, не только из такой, какой показываю я. Ну а я же, в свою очередь, рассказываю о пряже, с которой сегодня работаю. Итак, ниточки у меня сегодня новички, смотрите, кто еще не вязал. Alize Angora Gold Simli. Идем дальше. В моточке в 100 граммах находится 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% это шерсть и 5% металлик. Видите, как она переливается, ниточка. Крючок нам советует производитель брать от двоечки до четверочки, в зависимости от вашей плотности вязания, от узорчика, от эффекта, как вы хотите сделать. Цвет пока не забыла, называю 71. На камеру передается, как он и есть, такой нежно-грязно-фиолетовый, наверное, да? Как его правильно назвать, пишите в комментариях. Итак, крючок я беру троечку, потому что я вязала данную пряжу троечкой, меня, в принципе, все устраивает. Вы точно так же читаете аннотацию, инструкцию к своей пряже, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте я наберу, например, 5 раппортов, это получается 30 воздушных петелек, и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итого я набираю 31 воздушную петельку. Ну, а вы набирайте, сколько вам удобно, да? Итак, все как всегда. Вначале у нас идет петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее мы приступаем уже непосредственно к узорчику. То есть это не вспомогательный ряд, как во многих узорчиках, да, мы делаем, а это уже узор, первый ряд узора. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки нырнули, столбик с накидом. И так далее. Мы провязываем столбики с накидом в каждую петельку нашей цепочки. Сами себя контролируйте. Количество столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько у вас петелек в вашей цепочке. То есть в моем случае 31 воздушная петелька, значит 31 столбик. Понятно, да? Все. У вас может быть больше, может быть меньше, в зависимости от длины вашей цепочки. Не забывайте, что вот эти первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. 8 столбиков я уже провязала. До конца ряда давайте самостоятельно. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно? У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Первый ряд готов. Приступаем ко второму ряду. Для начала мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Смотрите, накид. И сюда же, верхушку этого же столбика, мы провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз и 2. По итогу вместе с 3 петельками подъема у нас здесь получилось 3 столбика. Далее смотрите, пропускаем 2 столбика, раз, два, и в третий ныряем, смотрите, провязываем 2 столбика с накидом, раз, сюда же 2, верхушку столбика, 2, далее смотрите, воздушная петелька, и возвращаемся опять в этот же столбик и провязываем еще 2 столбика с накидом, раз, 2. И у нас получается вот как бы такой веерочек, да? То есть в самом начале у нас получилась половинка веерочка. Идем дальше. Накид. Опять пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий провязываем точно такой же веерочек. Столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом. 2. Воздушная петелька. И опять сюда же вернулись и провязали столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом. 2. Поняли, да?
И вот так вот вы шагаете по всему ряду и провязываете вот такие вот веерочки. Опять пропустите 2 столбика, веерочек, 2 столбика, веерочек, 2 столбика, веерочек, 2 столбика, веерочек до конца ряда. А в конце ряда я вас встречаю и покажу, как мы заканчиваем ряд. Угу. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. Так, смотрите, вот наши веерочки аккуратненькие готовы. Как мы заканчиваем ряд? После последнего веерочка мы точно так же пропускаем 2 столбика. И вот у нас остается 3 петельки подъема. Мы провязываем 2 столбика с накидом от нашего веерочка, то есть половинку веерочка, да? Раз, сюда же 2 и как бы кромочный столбик, третий. Оп, и на этом ряд наш заканчивается. То есть мы закончили ряд точно так же, как и начинали. Далее смотрите, что делаем. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Смотрите. И сюда же в верхушку этого столбика опять провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Далее смотрите. Накид. Теперь будьте внимательны. Вот наш веерочек. Мы ныряем вот в эту арочку, которая посерединке веерочка из воздушной петельки. Нырнули. Вытянули ниточку, подтянули, держим на крючке, не провязываем. Раз. Сюда же нырнули, подтянули. 2. Накид, сюда же. 3. Сюда же. 4. Сюда же. 5. Все вместе получается. Провязали до 2 петелек, то есть 2 петельки на крючке оставили. И затем их вместе провязали. Вот такой пышный столбик. Вы можете делать больше петелек, больше накидов, да, 7, может быть 8, вы можете делать меньше. Чем больше петелек накидов, тем эффектнее пышный столбик, но тем больше он кушает пряжи. Вот, так что смотрите сами, как вам будет удобно. 3 петельки воздушные. Раз, два, 3, накид. И обратно сюда же в эту арочку возвращаемся и провязываем точно такой же столбик пышный. Раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, в моем случае 5. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе зафиксировали. Вот, получается вот такая вот рогаточка из пышных столбиков. Далее, смотрите, накид. Переключаемся на следующий веерочек. Опять в центр арочки. Нырнули. И тут уже провязываем столбик. Раз. Накид. Сюда же опять ныряем. Столбик с накидом 2. Накид. Сюда же столбик с накидом 3. 4 и 5. Угу. То есть вот в арочку мы провязали 5 столбиков. Вот такой веерочек получается. Далее опять накид. Ныряем в следующую арочку. И мы будем здесь провязывать пышные столбики. То есть мы будем чередовать пышные столбики, обычные. Пышные, обычные. Пышные, обычные, пышные, обычные до конца ряда. Что, давайте самостоятельно. Да, я думаю, что несложно, вы справитесь. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот готовы наши веерочки, наши рогаточки из пышных столбиков. После последней рогаточки что мы делаем, получается? Вот у нас раз, 2 столбика и 3 петельки подъема. Делаем накид, в третью петельку подъема нырнули и провязали 3 столбика с накидом, ровно так, как мы начинали с вами ряд. Раз, сюда же нырнули, провязали 2 и сюда же нырнули, провязали 3. Угу, угу. Далее смотрите, 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. Дальше смотрите, накид. Вот у нас 2 столбика. Беремся за верхушку первого столбика, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид. Следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. И вот эти все 3 петельки провязали вместе. Оп, пока повторяйте. Далее смотрите, что мы делаем. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Накид. Теперь шагаем в верхушку вот нашего пышного столбика. Нырнули, вытянули ниточку, подтянули и держим на крючке. Раз. Делаем второй такой же пышный столбик, да? Сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Накид сюда же. 4. Накид сюда же. 5. И не провязываем, а держим все на крючке, переключаемся, получается, на следующий пышный столбик, верхушку. Вот так вот. Понятно? Аккуратненько нырнули за верхушку, взялись, вытягиваем ниточку. Раз. Накид сюда же. 2. Накид сюда же.
3, накид, 4, накид, 5. И вот теперь всю вот эту вот большую толпу наших, да, наших петелек вместе провязываем. Аккуратно взяли ниточку и вот так вот протянули до 2 петелек. 2 петельки вместе. Оп. Понятно? То есть здесь у нас рогаточка расходилась, а здесь наши пышные столбики вместе сошлись. И по идее такой вот ромбик интересный. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Дальше смотрите. Провязываем вот этот наш веерочек. Накид. Взялись за первый столбик. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. Держим на крючке. Накид. За второй столбик точно так же. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. Держим на крючке. Накид. Третий столбик точно так же. Провязали 2 петельки, держим на крючке. Точно так же четвертый. И точно так же пятый. Есть. Теперь все петельки, 5 петелек от наших столбиков и петелька на крючке, 6 петелек. Провязали вместе, оп, и обязательно зафиксировали, чтобы они у нас не разбежались. Угу. Тут получается вот такой ромбик пышный, а тут получается вот такой вот ромбик из обычных столбиков. Красота? Красота. И несложно. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И провязывайте точно так же. Получается пышный столбик с одной верхушки набираете. И сразу же с другой верхушки набирайте и вместе провязывайте. 3 воздушных петельки и 5 столбиков тоже вместе провязывайте с одной верхушкой. И шагаете вот так вот до конца ряда. Несложно? Я думаю, несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наши пышные столбики, вот наши обычные, так скажем, да, столбики готовы. После последних пышных столбиков 3 воздушные петельки, и вот эти 3 столбика провязываем вместе. То есть не 5 столбиков, да, а сколько у нас здесь есть. Накид. В первый столбик нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, накид. Во второй столбик нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, накид. В третий, получается, 3 петельки подъема у нас здесь. Нырнули, вытянули ниточку. И точно так же получается. Провязали 2 петельки стоп. И теперь все петельки мы провязываем вместе и обязательно зафиксируем. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Дальше смотрите. Накид. Ныряем, получается, в арочку. Вытягиваем ниточку. 2 петельки стоп. Накид. Либо в арочку ныряйте, но если позволяет пряжа, крючок и зрение, ныряйте в среднюю петельку. Помните, мы здесь 3 петельки воздушные делали. В центральную петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И теперь провязываем все 3 петельки на крючке, раз, и обязательно зафиксировать. Угу. Дальше смотрите, 2 воздушные петельки, 1, 2. Теперь смотрите внимательно. Если опять же позволяет зрение, мы возвращаемся сюда же, в эту же петельку. Если нет, просто в арочку. Ну, я попробую провязать в петельку, да? Так, в петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Дальше в арочку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид. Получается, за пышными столбиками в следующую арочку. Вначале в арочку ныряем, 2 петельки, стоп. Потом либо в арочку, но если позволяет зрение, да, если позволяет крючок, позволяет пряжа, в петельку в центральную нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И теперь все петельки на крючке, 4 получается столбика и 1 петелька, которая была, 5 петелек провязываем вместе. Раз, и обязательно зафиксировали. Поняли? То есть вот такая картина у нас получается. То есть зеркально наоборот, то, что у нас было вот во втором ряду. Да? Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Опять делаем. Смотрите, 2 воздушные петельки. 1, 2. И если получается, да, то мы ныряем опять же в ту же самую петельку, которую мы провязывали. Делаем первый столбик. Вытягиваем ниточку. Провязываем 2 петельки, стоп, накид. В арочку нырнули. 2 петельки, стоп, накид. В следующую арочку. То есть перешагнули мы наши пышные столбики. Третий столбик, накид. И четвертый, опять, помните, да, 3 воздушные петельки получается. И мы в центральную петельку нырнули. Если позволяет пряжа, крючок, зрение. Угу. И все вместе опять провязали, зафиксировали. Ничего плохого не будет, если вы просто будете нырять в арочке, но мне кажется, так более аккуратно выглядит. Все, давайте вот так вот до конца ряда шагаете, и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наш ряд практически готов.
наш перевернутый, да, скажем, второй ряд повторяет. Итак, как мы заканчиваем наш ряд? Мы опять же сделали 2 воздушные петельки. И если у вас есть возможность, ныряйте в петельку, как я. Нет, в арочку. Итак, я вначале в петельку. 2 петельки стоп. Затем накид в арочку. 2 петельки стоп. И помните, мы здесь провязывали, получается, 3 воздушные петельки. Так вот, в третью воздушную петельку ныряю, вытягиваю ниточку, провязываю 2 петельки стоп. И теперь все петельки на крючке провязала, зафиксировала. Ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь смотрите. Если позволяет пряжа крючок, да, то вы ныряете в петельки. Так будет аккуратнее. Если не позволяет, ныряйте в арочку. 2 воздушные петельки здесь в арочке. Значит, здесь будет 2 столбика с накидом. 1. И сюда же 2. Далее мы здесь, получается, провязали 4 столбика с одной общей вершины. В вершину, получается, нырнули, провязали 1 столбик с накидом. Дальше в арочку идем. В арочку получается у нас 2 воздушные петельки. Значит, у нас 2 столбика с накидом. 1, 2. Дальше у нас идут 4 столбика с общей вершиной. В вершину ввели крючок, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. То есть вот она, элементарная математика, да? 2 воздушные петельки, значит 2 столбика с накидом. 4 столбика с общей вершиной, вот в эту одну вершину мы провязываем 1 столбик с накидом. Все, и вот так вот идем, шагаем до конца ряда. Несложно? Несложно. Давайте до конца ряда прошагайте, и в конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот столбики практически провязаны. И получается, вот провязали 2 столбика в арочку. И помните, у нас здесь было 3 петельки подъема, да? Накид. Вот в третью петельку нырнули. И провязали столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И сюда же провязываем еще 2 столбика с накидом. 1. И сюда же 2. Далее пропускаем вот эти наши 2 столбика. 1, 2. И в третий столбик начинаем провязывать веерочек, состоящий из 2 столбиков с накидом. 1, 2, воздушная петелька, и вернулись сюда же, опять провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. И так далее. Если внимательно посмотреть, то мы с вами повторяем точь-в-точь второй наш ряд. То есть получается вот этот первый ряд, когда мы провязывали все столбики. Вот повторение первого ряда. Сам по себе узорчик считаем. Получается первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше опять повторение. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Поняли, да? То есть несложно. Для тех, кто умеет, разбирается, да, читает схемки, я схемку прилагаю. Мне, конечно, много вопросов к этой схемке, но я провязывала точно так, как показано в схемке. Я бы, конечно, возможно, увеличила количество столбиков, да, с воздушными петельками поработала. Но смотрите схемку. Если вам понравилась схемка, то повторяйте. Те, кто не умеет читать по схемке, просто загляните. Мы уже провязали все элементы. Загляните, посмотрите, где пышные столбики отмечаются, где столбики с накидом, где воздушные петельки. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получится. Я думаю, что будет очень-очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Я провязала, получается, еще один вертикальный раппорт узорчика. Так, и уже, получается, первый ряд начала следующего раппорта. Вот по итогу что получается? Пышные столбики, ромбики. Так, вот такая красота. Я уже говорила по поводу столбиков. Я бы наверняка здесь добавила побольше столбиков. Угу. То есть изначально здесь я бы сделала не через 2 столбика, перешагивала через 3. И здесь я бы в арочку провязывала 3 столбика. Мне кажется, было бы намного симпатичнее. Вот. Узорчик у нас получается двусторонний. Видите, выбирайте любую сторону. Такая сторона у вас будет лицевая. Кофточка ли, палантинчик ли, да, жилеточка ли. Смотрите, на ваше усмотрение. Берите любую пряжу, вяжите из любой пряжи. Летняя пряжа, маечки, топики. Да, демисезонная пряжа получается. Жилетки, возможно, там снудики, шарфики, да, зимняя пряжа тоже. Ну, в любом случае, пышные столбики, конечно, они придают эффект, да, узорчику. Ну и кушают пряжи много. Поэтому учтите. Вот.
Вот такая красота. Дальше, конечно, когда поймете принцип узорчика, вы можете уже менять как хотите. Можете пышные столбики вязать обычными там арочками, да. Здесь дополнить столбики вполне возможно. То есть на ваше усмотрение. Вяжите любой пряжей, цветной, в полосочку. Там, возможно, один раппорт у вас будет одним цветом, другой другим цветом. Ну, вы дизайнер, вы много знаете, вы как вы сделаете, так и будет красиво. Ну что, замерим красоту нашу сегодняшнюю, да? Получается, я сегодня набирала 31 воздушную петельку. Ну, допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, да, мой крючок. То есть это будет вот, ну, получается 19 с хвостиком, да. Видите, почему? Потому что вот стягивает, вот эта часть стягивает. И вот эта, получается, часть стягивает. Либо здесь эластичным набором брать, да, набор петелек, либо побольше столбиков. То же самое и здесь побольше. Вот. И тут получается, если у нас один раппорт 5 рядочков, да, получается здесь 2 раппорта 10 рядочков и еще один от следующего раппорта 11. Так, сколько это будет у нас? Ну вот, смотрите, 11, да, 11 с хвостиком. Получается один ряд, 1 сантиметр. Здорово? Ну, думаю, здорово. Итак, как тянется из моей пряжи? Вот так тянется. И вот так, конечно, получше тянется. Вот. Красота. Я думаю, да, в копилочку ваших узорчиков скомбинировать либо с каким-то узорчиком, либо действительно одним вот этим узорчиком связать. Почему бы и нет? Ну, дырочки, ну да. Ну, что-то под низ одеть красивое для разнообразия. Угу. Вот. Подбрасывайте идейки. Возможно, кто-то из вас вязал данным узорчиком что-то. Рассказывайте, что вязали. Если не вязали, будет интересно, пишите, что можно связать данным узорчиком. Итак, надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Ну, а также всем ровных петелек. И встретимся в новых видео. Пока-пока.